Не так давно в Ньюкресте открыл двери первый в истории океанариум, и радостные посетители вбежали внутрь, чтобы увидеть чудесных морских обитателей. Океанариум завоевал такую популярность среди горожан, что сразу же стал одной из главных достопримечательностей Ньюкреста. Его интерьер выполнен в темных тонах, чтобы все внимание было сосредоточено лишь на водных существах, которых тут огромное количество. Множество рыб всех мастей и видов, от живородящих до икромечущих, от золотых до цихлит и дискусов. А в одном из залов гостей ждет даже настоящее водное представление. Но самым главным украшением океанариума, безусловно, является обширная коллекция аксолотлей, среди которых есть достаточно редкие экземпляры, такие как аксолотли-химеры, флуоресцентные аксолотли и даже альбиносы. Поход в океанариум – это увлекательное путешествие, во время которого посетители погрузятся в тему мирового океана. Бетти Багглс обязательно нужно посетить это удивительное место и познакомиться с водной фауной в небольшом клочке океана в Ньюкресте. Всем большой привет! Привет, дорогие друзья! С вами Стас и Лёша. Как вы помните, в прошлой серии Бетти Багглс начала расследование интересного дела, связанного с пропажей аксолотли у одной семейной пары. И вот во время расследования она узнала, что такая кража не единична. В городе появился прям-таки буквально похититель аксолотлей. И вот только зачем они ему всем нужны? Ну, пока непонятно, Бетти еще тоже не сообразила, что вообще нужно этому похитителю аксолотлей, почему он их похищает. А еще в городе все только и говорят, что о новом океанариуме. В Ньюкресте открылся океанариум. И там представлена коллекция аксолотлей. И поскольку Бетти, у нее как раз нет никаких зацепок по этому делу, ей нужно его как раз-таки сегодня и посетить, это место. Да, потому что вдруг в океанариуме она найдет что-то такое, что поможет расследованию. Ну, тем более, как было сказано, там представлена коллекция аксолотлей. Поэтому Бетти сразу после рабочего дня и поедет в океанариум, а сейчас самое время отправляться на работу. Служба зовет, поэтому впереди нас ждет интересный день. Бетти приехала в полицейский участок и сразу же начала создавать схему преступления. Затем с другими детективами она отправилась по вызову на место происшествия. Кажется, тут произошло что-то страшное. Почему-то именно здесь, на месте преступления, она встретила Наруто. Интересно, что он тут делал? Затем Бетти патрулировала территорию и выписала штраф за нарушение общественного порядка. Во время патрулирования она встретила довольно странную компанию, танцующую у костра. И сама тоже решила попробовать выполнить подобные трюки. Так и закончился рабочий день. После рабочего дня Бетти Багглс приехала в океанариум. И вот она стоит прямо перед ним. Ну, здание, кстати, не очень крупное, не очень большое, но мне все равно не терпится посмотреть, что же там внутри. Как говорилось в начале, двери распахнулись перед посетителями океанариума. И вот и Бетти вошла сюда тоже внутрь. Ты знаешь, честно говоря, мне пока что океанариум напоминает какой-то модный суши-бар. Ну, кстати, да. Вот прям такая атмосфера. Сейчас можно сесть за столик и заказать себе какие-нибудь роллы. Прошу прощения, конечно, с обитателями этого океанариума. А вон цунами как раз пришла. Цунами Мураками. Ну что, давай посмотрим, что здесь интересненького есть. Какие тут рыбки, какие тут аксолотли. Кстати, мы же и на них пришли посмотреть. Ну, вот здесь плавают золотые рыбы. Здесь даже представлены гуппи. Какие-то они очень большие. Ну, большие, да, может быть такой особый вид. Но, в принципе, здесь ничего такого необычного, наверное, нет, кроме коллекции аксолотлей, до которой мы тоже обязательно доберемся. Ну, конечно, это же досуговый центр, поэтому тут должно быть на что посмотреть. И, собственно, есть. Посмотри, там какие-то крупные аквариумы с водорослями, там тоже какие-то обитатели. Ну, рыбки вроде бы только, да?
Да, здесь только рыбы. Рыбы и аксолотли. А вот какое чучело здесь висит рыбы. Интересно, что это за рыба? Ни разу мне такая не попадалась в Sims. А помнишь, мы когда с Бетти в лесах охотились за бабушкой, как раз у нас было задание поймать, по-моему, сколько, 10 или 15 рыб. И мне кажется, что какую-то такую похожую здоровую мы тоже ловили. Нет, Бетти поймала там горную крылатку. Бетти звонит смерти, на секундочку. Вам никогда не хотелось поработать смертью? Нет, Бетти пока не готова. Интересное предложение, но все дело в том, что у нас сейчас важное расследование. Так, ну и давай прочтем здесь книга, прям целая есть про океанариум, чтобы Бетти немножко тоже была в курсе, что это за здание такое здесь открылось, для чего это произошло. И вот в окружении аквариумов Бетти села читать. Добро пожаловать в океанариум Ньюкреста. Отвлекитесь на мгновение от насущных дел. Забудьте о тревогах. Пора отправляться в увлекательное путешествие по Мировому океану. Вы знали, что планета, на которой мы обитаем, на 70% состоит из воды? Остальную часть занимают суша, континенты и острова. Если взглянуть на Землю с орбиты, то можно увидеть, насколько же она похожа на величественную голубую жемчужину. Подводный мир сложен, многогранен и притягателен. В нашем океанариуме вы познакомитесь с различными видами рыбок, узнаете о среде их обитания. Также вы увидите нашу гордость, удивительную коллекцию аксолотлей, которую щедро пожертвовал океанариуму коллекционер Джейкоб О'Нил из Сьюдад-Энаморады. Во дворе вы сможете прогуляться по мосту и полюбоваться прекрасным прудом. А в малом здании детей ожидает фееричное подводное представление от нашей актрисы, несравненной Люпины Голдинг, мастерски перевоплощающейся в русалку. Ну, я думаю, что это шоу не только для детей, так что я думаю, Бетти тоже может туда немножко прокрасться и посмотреть на это фееричное шоу. Ну почему прокрасться? Мне кажется, оно открыто для всех посетителей. Ну так тем более надо обязательно туда сходить и посмотреть. Ну, кстати, в книге было сказано, что коллекцию аксолотлей сюда пожертвовал коллекционер Джейкоб О'Нил, который проживает вот в городе влюбленных. Это, что называется, надо намотать на ус. Да, и Бетти... обязательно попробовать еще встретиться с этим О'Нилом. Ну, мало ли он нам может какую-то наводку дать по этим аксолотлям. Бетти обязательно нужно взять это на заметку. Ну и давай, наконец, посмотрим на коллекцию аксолотлей, которую вот этот Джейкоб О'Нил пожертвовал. Вот она, эта долгожданная коллекция. Океанариум. Ну, покажи-ка мне их. Ой, тут уже аксолотль в очках, например. Какой прикольный, мне нравится. Покажи его. Ой, ты смотри. Какие прикольные аксолотли. Это золотой аксолотль-светлячок. Мне он нравится. А у этого как-то очки немножко съехали, да? Такое ощущение. Розовый аксолотль-светлячок. Ну, тут много аксолотлей. Как и сказано, прям целая коллекция. Но, кажется, одного не хватает. Неужели? Что бы это могло же значить? Что же тут случилось? Бетти, срочно читаем книгу, которая называется «Происшествие в океанариуме». И тут происшествие. Да что ж такое? А кто бы это мог быть? Понятия не имею. Первый раз вижу этого человека. Ну ладно, он ушел. Ой, вообще, ну просто это анекдот. Ну что ж, давай скорее прочитаем, что же за происшествие здесь случилось. Не успели двери океанариума распахнуться для восторженных посетителей, как здесь случилось досадное происшествие. Ученый-биолог Дункан Локвуд, который следит за состоянием здоровья наших питомцев и изучает аксолотлей, как обычно делал утренний обход. Он покормил золотых рыбок, они очень прожорливы, понаблюдал за поведением гуппи, оценил внешний вид дискусов и пришел к отделению аксолотлей. Поочередно осмотрев террариумы, он вдруг понял, что не досчитался одного. Со своего места пропал террариум с редким видом, черным аксолотлем. Мы до сих пор не можем поверить, что это случилось. Кто мог его забрать? Аксолотлям требуется уход и правильное содержание. Если вам известно что-то по этому поводу, срочно обратитесь к администратору. Но вот Бетти узнала, что оказывается и здесь, в океанариуме, не успел он открыться. Здесь тоже случилось происшествие, и тоже был похищен аксолотль. Это уже третий аксолотль, который был похищен. И хочется сказать, что вот в полицейском участке на Бетти скинули какое-то такое простенькое дело, которым никто не хотел заниматься, а оказывается-то тут уже просто система какая-то преступная. Получается, да. Ну что, а теперь, может быть, мы пойдем посмотрим на шоу? Ну, мы пойдем дальше, посмотрим, где здесь проходит шоу, выйдем во двор, раз уж в книге тоже было сказано, что выйдите обязательно во двор, насладитесь нашим прудом. Ты посмотри, какой мостик, какое нерациональное использование пространства. Целый вот такой дуга такая, чтобы пройти в другой корпус.
но все равно прикольно. А тут, смотри, парочки милуются, прям какое-то тут сверхромантичное место. Ну да, и, кстати, уже наступает вечер. Ну и давай посмотрим, здесь выступает, получается, актриса, да? Как было сказано. Ну вот, да, для нее, собственно, целый аквариум здесь. Но, наверное, сейчас начнется представление, пора Бетти занять свое место. Ну, Бетти вполне довольна этим представлением. Ну а что, почему бы и нет? Такая развлекушка, тоже хорошо, интересно. Наверное, такого она еще не видела. Хоть и не имеет такого отношения прямого... Хотя, как сказать, имеет или не имеет прямое отношение. В целом, русалки-то существуют. Правда, не все об этом знают. Ну да, но это же просто актриса. Ну что, смотри, здесь есть лестница вниз. Пойдем спустимся. Посмотрим, что там внизу находится. Ну, Бетти же все нужно исследовать. Она же детектив все-таки, правильно? Прям вообще как-то страшно было. Аж в темноту какую-то Бетти спускалась. Куда сейчас ее приведет эта лестница, вообще непонятно. Знаешь, мне вот не страшно. После заброшенного дома, куда только Винс не спускался по лестницам, уж Бетти в океанариуме куда-то там на лесенке спустилась, это уже не страшно. Хотя, с другой стороны, она детектив, она работает в полиции. И вполне себе она может наткнуться на что-то и не самое доброжелательное. Это что такое? Это лаборатория какая-то, тайное место? Что это? Какие-то столы, смотри-ка. Ну да, Бетти оказалась в какой-то лаборатории. Вот это вот что-то было непонятное. Ну, здесь, смотри-ка, есть даже картинка с аксолотлем. Тут настоящий культ аксолотли. А И вот вот какой маленький хороший! аксолотль. Смотри, какой хорошенький! Ну, Бетти, к сожалению, его не может взять. Но вот эта вот картина еще с пришельцами. А, диплом, смотри, висит какого-то доктора. Кто-то здесь явно проводит какие-то опыты. И сейчас Бетти обязательно узнает, что же здесь происходит. Ну вон, там как раз я видел какую-то книгу, давай посмотрим. Может быть, там что-то есть интересное. Книга называется «Новая работа». Ну, наверняка тот, кто проводит здесь опыты, написал эту книгу. Что это? Ты посмотри. Мне не нравится, как это пульсирует, что-то происходит недоброе. Слушай, вот впервые вижу этот стол вот в игре, вживую. Никогда его нигде не ставил. Меня зовут Дункан Локвуд, и я являюсь ученым-биологом в лаборатории Симы будущего. Поскольку в Ньюкресте открылся океанариум, руководство поручило мне следить за состоянием рыб и принимать необходимые меры в экстренных случаях. Каково же было мое удивление, когда, прибыв на новую работу, я увидел обширную коллекцию аксолотлей. Их разводит Джейкоб О'Нил из Сьюдад-Намараде, и именно он подарил аксолотли океанариуму. Потрясающие экземпляры. День за днем я изучаю их повадки и способы приспособления к жизни в неволе. Меня поражает способность аксолотли к регенерации. Мой коллега Барт Багглс как раз исследует процессы восстановления в организме. Надо бы с ним поделиться своими мыслями. Жизнь аксолотли в неизменном состоянии личинки тоже требует изучения, ведь они всегда остаются вечно молодыми. И как тебе такое? Барт Багглс? Как тебе упоминание настолько знакомой фамилии? Слушай, а отца-то мы сейчас с Бетти увидели. Он как раз уходил, может быть, он Да, из этой лаборатории шел? совершенно точно. Он же тут только что был.
Давай-ка в погоню за ним отправимся и выясним, это что же он тут делал и что вообще забыл тут. Ну, слушай, это неудивительно, поскольку отец Бетти работает тоже в лаборатории Симы будущего, и неудивительно, что вот этот самый Дункан Локвуд, врач-биолог, который был сюда прикомандирован в океанариум, тоже там работает и знает отца Бетти. Понятно, что профессиональное сообщество так или иначе пересекается и знает друг друга, но все равно, вот настолько наткнуться просто прям сразу на отца. Ну да, как-то странно. Надо будет Бетти и этот момент тоже выяснить. Ой, родители-то как порадуются, что Бетти наконец-то заглянет к ним. Ну и читаем следующую книгу, которая здесь находится, заметки о пропаже аксолотля. Сегодня я заметил пропажу одного ценного экземпляра черного аксолотля. Видимо, это пишет тот же самый врач-биолог Дункан Локвуд. Странно, накануне вечером, когда я делал обход, все террариумы были на месте. Неужели кто-то ночью пробрался сюда? Вор намеренно забрал лишь один экземпляр из коллекции в надежде, что пропажи никто не заметит, а если заметит, то не сразу. Руководство океанариума еще не успело установить камеры видеонаблюдения в зале, поэтому узнать, кто сюда проник, невозможно. Эх, ну да, было бы все так просто, если бы по камерам мы могли отследить, кто это сделал. Ну, камер нет, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть, и вот так вот по крупицам просто собирать какую-то информацию. Ну ладно, информация у нас, по крайней мере, теперь уже есть. Мне кажется, сложно сказать, что мы продвинулись дальше. Мы, наверное, продвинулись просто еще дальше в непонимании своем, что здесь происходит, но, по крайней мере, уже какие-то действительно детали смогли подсобрать. Ну а здесь вот лежит еще одна книга, письмо доктору Дункану Локвуду. Давай тоже прочитаем. Да, давай посмотрим, что там. Дорогой Дункан, вы знаете, как мне нравится вести с вами беседы и обсуждать наш маленький секрет. В этом городе нет водоемов, где я могла бы вдоволь поплавать, но ваше предложение поехать на выходных в Хэнфортон-Бегль, чтобы искупаться в реке, никак не выходит у меня из головы. Жду этого дня. Выходные уже скоро, но вы сегодня не вышли на работу. Если вы прочитаете эту записку, не сердитесь, я просто волнуюсь. Может, что-то случилось? Неужели наша поездка отменяется? Или вы не пришли из-за моего вчерашнего признания в любви? Ох, дорогой Дункан, нельзя же нам менять планы из-за такого сердечного порыва. К тому же вы обещали во время поездки осмотреть мой хвост. Чешуя кое-где еще чешется. Ваша Люпина Голдинг. Знаешь, судя по всему, все-таки спустились мы в океанариуме не в то место, которое предназначается для массовой публики. Все-таки оно такое приватное достаточно. Но что мы выяснили? Мне понравилась записка вот этой вот Люпины Голдинг, актрисы, которая здесь играет русалку. Мне кажется, это что-то было очень личное. Что-то личное, видимо, да. Доктор обещал осмотреть ее хвост, но куда-то пропал. Но просто ты подумай о том, что если он обещал осмотреть ее хвост, ведь чешуя у нее чешется. То есть это что же получается, что она является русалкой? Она настоящая русалка, да, как она и сказала, что ей здесь в городе, в Ньюкресте, негде плавать. Ну а здесь правда, здесь, наверное, вроде бы, что-то я не помню, здесь никакая река, наверное, не протекает. Ну, и если даже и протекала, даже если протекала, это же город. Да, это все-таки город. Ну вот Бетти что-то узнала, и узнала, что вот этот ученый куда-то все-таки пропал и не вышел на работу. Значит, мы с ним пообщаться не сможем. Ну да, как ты и сказал, пообщаться, значит, мы с ним никак не сможем, но раз он знаком с отцом Бетти, может быть, ей стоит на выходных все-таки навестить родителей и поговорить с отцом, узнать, что это за врач-биолог, который работал в океанариуме. Совершенно точно ей надо будет навестить родителей, просто как минимум для того, чтобы успокоить их, потому что они все так или иначе ненароком появляются где-то на горизонте. Но вот видишь, в этот раз как-то отец, пока Бетти находилась в океанариуме, даже к ней не подошел. Как-то он быстро так ретировался оттуда, побежал. Вероятно, он даже, может быть, и не к Бетти приходил, а может быть, как раз он и хотел посмотреть на этого Локвуда, или я не знаю, что. Ну, вот в любом случае, наверное, он не за Бетти приходил. Но все равно это было как-то странно. Обычно отец всегда подходит, а в этот раз вот даже у Бетти... А, собственно говоря, мы-то его и заметили, а не Бетти. Нет, Бетти его заметила. Она как раз сидела, читала книгу, и единственное, что она сделала, она рукой ему помахала, как будто попрощавшись такая. И все, и он пошел дальше, и даже не остановился. Так это значит, он не заметил Бетти. Или сделал вид. В любом случае, нам стоит выяснить, что же он там делал. Ну, или, по крайней мере, попробовать узнать про этого Локвуда. Ну, а теперь пора ложиться спать, Бетти. Да, время уже 1:30. Ну что, с уверенным настроением на работу.
Начался новый рабочий день, и Бетти сегодня просто настроена на успех. Посмотри, мне нравится ее походка, как она с такой грудью вперед, так нос кверху, прям вообще вселяет уверенность и надежду на то, что день пройдет просто безукоризненно. Слушай, ну я думаю, сегодня Бетти нужно обязательно будет съездить в город влюбленных, в Сиудад Энамораду, к этому самому коллекционеру Аксолотли Джейкобу О'Нилу, про которого она как раз узнала в океанариуме, и поговорить с ним по поводу Аксолотли, может быть, он тоже что-то знает. Ну и мы начинаем выполнять ежедневные задания, которые Бетти необходимо сделать для повышения. Вот, например, искать в базе данных полиции. И, между прочим, я надеюсь, что сегодня, поскольку у нее очень хорошая продуктивность, она получит повышение. Ой, было бы хорошо. А вообще, хочется сказать, это что ж такое? Днем надо работать, работать на, не знаю, на стаж, на опыт, на повышение, а вечером, когда свободное время, вместо того, чтобы идти домой, Бетти расследует дело об Аксолотле. Представляешь, какая вот всем работникам работник. Бетти, конечно, да, прям по полной отдалась этой карьере. Ну, молодец, вызывает уважение. Мне нужно немножко поговорить со своими коллегами, потому что как-то у нее общение немножко падает. Знаешь, да и не Видишь, только... какая она веселая, просто позитивная. Да и не только в общении дело, а в принципе познакомиться с коллегами, пообщаться. Мы их, кстати, не так уж прямо, чтобы рассмотрели всех, кто тут что делает. Между прочим, это ее коллега Холли Альта, это из третьей части Sims. Теперь это коллега Бетти Багглс. Как тесен мир. Бетти пообщалась со своей коллегой и уже анализирует улики, которые она собрала на месте преступления. Кстати, ей сегодня тоже нужно будет отправиться на место преступления. А здесь вот снова сидит та самая, которая в прошлый раз заглядывала просто Бетти через плечо. Неудивительно, опять сидит тут ее, чтобы отвлекать. Сидит, смотрит, да. Что тут Бетти делает? А сейчас Бетти приехала на место преступления. Ну, работа у нее такая, получается, выездная. То ей патрулировать территорию нужно, то ездить вот на место преступления. Что-то тут произошло не очень доброе. И внезапно у Бетти вышло сообщение: «Привет с того света, мы не знакомы, и это, наверное, прозвучит странно, но я хочу оставить тебе наследство». Да, звучит немножко странновато. Видимо, при жизни ему некому было оставить наследство, и теперь он хочет дать свои деньги Бетти в подарок. Ну, давай попробуем. Давай. 4000 симулеонов. То есть никакого подвоха не было? Просто он оставил нам наследство, дал свое? Ну, видимо, да. Кстати, да, по поводу этого наследства. В связи с выходом дополнения «Жизнь и смерть» можно завещать свое имущество каким-то персонажам из своей семьи, либо другим. Вот так и получилось, что этот призрак завещал свое имущество именно Бетти. Кстати, некоторые вещи в доме можно признавать семейной реликвией и тоже оставлять их в наследство. И, например, Бетти всех своих жуков, которых она насобирала, насекомых, тоже может признать семейной реликвией. Это же огромная коллекция. Просто вспомни, сколько их. Конечно, реликвия. Ну, конечно. Вот только сомнительное наследство. Представляешь, так ты живешь припеваючи, и потом бах, тебе такое наследство: 20 насекомых, 20 жуков в террариумах, за которыми надо ухаживать и заботиться. Ну да, и ведь пока будет происходить оформление документов, передача всех этих жуков и насекомых, от них же пока за это время не избавишься, их придется где-то держать. Конечно, а плюс, если еще наследники не первой очереди, то тогда еще и налог на наследство надо будет заплатить. Ужас, в общем, с этими насекомыми. Но сделать их семейной реликвией — мысль интересная. Я думаю, Бетти так и поступит. Бетти снова вернулась в полицейский участок. Продуктивность у нее сегодня хорошая. Она выполнила, в принципе, все, что было необходимо. Знаешь, я надеялся, что мы, когда вернемся в полицейский участок, на этом будет выполнены все задания, и мы получим повышение. Но нет, надо еще обыскать преступников, проанализировать улику, искать в базе данных полиции что-то там. Не, ну в принципе шкала-то уже заполнена, поэтому вот это уже делать не обязательно. И сейчас уже совсем скоро закончится рабочий день. Ты посмотри, упражняться час. Вот это задание просто. Зачем? Зачем это нужно? Ну, рассказано упражняться, значит, Бетти будет упражняться. А я уж подумал, можно немножко пофилонить и побездельничать часок-другой. У нас до конца рабочего дня осталось примерно час-полтора. Ну ладно, в принципе, раз Бетти потренируется, тоже прокачает некоторые свои навыки. Тоже
можно из этого плюс какой-то получить. Бетти, конечно, потренировалась, и пока никто не видит, она Решила немножко поиграть в Sims. Да, поиграть в Sims. Ну и все, рабочий день уже подходит к концу, и мы очень надеемся на повышение. И повышение теперь Бетти младший сержант. Отличный результат. Кстати, хочу сказать, что Бетти немножко потренировалась, повысила навык в фитнесе, поиграла немножко в Sims, достигла 2-го уровня в навыке видеоигр и получила повышение. Ну, супер продуктивный день. И ты посмотри, она получает премию. И что это? Это она вот столько всего получила. Держатель для полотенец, металлическая полка, унитаз, подвеска, зеркало, кровать, решетка. 224 миллиона, нефритовое хранилище. Вот это премия, конечно, у Бетти. Ну что, и теперь мы отправляемся тогда в город Сьюдад-де-Намарада к коллекционеру аксолотлей Джейкобу О'Нилу. Бетти приехала к дому Джейкоба О'Нила, того самого коллекционера аксолотлей, что пожертвовал питомцев океанариуму. Он жил в небольшом домике в спальном районе Сьюдад-де-Намарада. Джейкоб пригласил гостя в гостиную и предложил выпить чай. Бетти представилась детективом и рассказала, что расследует одно довольно деликатное дело. Она побывала в океанариуме и ознакомилась с коллекцией аксолотлей. Ей очень нравятся эти зверьки, она сама была бы не против завести дома парочку-другую. Джейкоб мог часами рассказывать об этих водных обитателях. Оказалось, что держать их непросто, они очень требовательны к условиям содержания. Но здесь дома ему удалось сделать эти условия идеальными, поэтому его аксолотли чувствуют себя замечательно и регулярно размножаются. Он получает множество разных интересных видов, поэтому и решил подарить часть своих питомцев океанариуму. Джейкоб провел Бетти на цокольный этаж, где у него была оборудована специальная комната для содержания питомцев. Бетти спросила, не слышал ли он о пропаже аксолотлей в Ньюкресте. Такие пропажи стали происходить слишком часто. Да, Джейкоб действительно слышал об этом. Но, откровенно говоря, его это не очень-то удивляет. Он давно занимается аксолотлями и может сказать, что это невероятные существа. В них так много неразгаданных секретов. Наверняка тот, кто похищает аксолотлей, пытается узнать что-то любопытное об этих маленьких созданиях, поэтому и открыл на них настоящую охоту. Бетти даже и не подумала об этом. Может, правда, кто-то похищает аксолотлей, чтобы изучать их некоторые способности и свойства? Но кому это нужно? Ей следует поговорить с отцом и узнать, какой интерес могут представлять аксолотли для науки. Ее отец ученый, работает в лаборатории Симы будущего, там же, где и Дункан Локвуд, тот самый биолог, что следил за здоровьем живности в океанариуме. Надо бы спросить у отца, куда мог пропасть этот Дункан. Вдруг его исчезновение – это тоже немаловажное звено в цепи нераскрытых краж аксолотлей. Ну что, друзья, я так посмотрю, что дел у нас очень много. Разбираться и разбираться с этой пропажей аксолотлей. Ну, как ты правильно говорил, да, Бетти днем работает на своей работе, а после рабочего дня еще и ездит, расследует это дело о пропаже аксолотлей. При этом это тоже ее работа, ведь поручили это задание ей на работе. Поэтому у нее и работа и днем, и по вечерам. Ну да, и она потом только к ночи возвращается домой. Но зато Бетти все время в хорошем настроении, уверенная, счастливая, игривая. Ну, прям заряжает ее работа. Ну а на этом мы будем заканчивать серию. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо большое. Обязательно подписывайтесь на нас на Бусти и в Телеграме. Ссылки находятся в описании к этому видео, и вот QR-коды на экране. В Телеграме мы рассказываем о всяких интересных наших проектах, идеях и о том, что будет дальше. А на Бусти мы дублируем ролики для тех, кто не может их посмотреть на Ютубе. И до скорых видео. Всем пока. Пока.